Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие чудесные пинетки в виде сандалик. Вяжутся они несложно, выглядят очень красиво и аккуратно. Данные пинетки идут совершенно бесшовные, с вот таким вот интересным бантиком. Узор называется, который идет по пинеткам, ежевики. Данные пинетки я вязала из пряжи Alize Baby Wool. Получается состав 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Метраж в 50 граммах 175 метров. Вязала спицами номер 3. Пряжу я вязала в 2 сложения. Данные пинеточки по подошве у меня 10,5 сантиметров. Но вы по данному видео можете связать данные пинетки на любой детский размер ножки. Прежде чем приступать к работе, давайте разберемся с принципом вязания. Изначально мы с вами должны вывязать вот эту подошву. Я вывязываю, начиная с 6 петель, делаю прибавление до 12 петель. Далее вяжу обычным ровным полотном и убавление делаю также до 6 петель. Получается, регулируем размер стопы именно вот в этом ровном полотне. От прибавления до убавления. И далее, получается, я по контуру моей вот подошвы подняла все петли и приступила к круговому вязанию вот такого вот узора. Узор состоит из 4 рядов в высоту и 3 петли в ширину. Получается, для вязания вот этого узора по кругу надо еще набрать 5 петель для симметрии. Вот эти вот 5 петель, они ложатся вот на пяточку, и наша пяточка лицевой гладью получается. И я вот этим узором провязала 3 раппорта в высоту. После того, как я закончила вывязывать этот узор, я связала одну платочную дорожку с убавлениями петель для мыска. И во второй платочной дорожке я закрывала вот эту вот центральную часть петель. Закрывала ее также с убавлениями петель. После того, как мы с вами закрыли вот эту вот центральную часть, я приступила к вывязыванию хлястика. Один, получается, располагается с этой стороны, второй вот с этой стороны. И получается, вязать вот этот вот хлястик я начинала вот с этого места. Получается, когда я вязала вот этот хлястик на эту ножку, я сначала обычным способом набора с помощью длинного хвоста набирала 16 петель, а потом провязывала все оставшиеся петли. В том случае, когда у меня хлястик на этой ножке располагался вот с этой стороны, я изначально провязывала все вот эти вот петли, а в самом конце накидами добирала вот эти вот 16 петель. Вот эти вот цветочки я вязала по мастер-классу Марины Курцовой. Ссылку на данный мастер-класс я оставлю под видео в описании в инфобоксе. Если вам понравилась данная модель вот таких вот пинеток в виде сандалик, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста мы набираем 6 петель. И после того, как все петли набраны, приступаем к вязанию первого ряда. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, на протяжении всего вязания. И далее вяжем 4 лицевые петли. И последняя кромочная петля также на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и начиная со второго ряда мы с вами в каждом изнаночном ряду добавляем по 2 петли. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее нам надо из одной петли провязать 2. Сначала я провязываю петлю за верхнюю правую стеночку. Петлю с левой спицы не снимаем. И из этой же петли провязываю вторую петлю, но уже за нижнюю стеночку. После того, как у нас получилось на спице 2 петли, мы вот эту
петлю с левой спицы снимаем. Далее вяжем 2 лицевые петли. И из следующей петли нам нужно также вывязать 2 петли. Сначала за верхнюю стеночку провязываем лицевую петлю, петлю с левой спицы не сбрасываем, и теперь из этой же петли вывязываем вторую петлю уже за нижнюю стеночку. После того, как у нас получилось на спице правой 2 петли, мы вот эту вот петлю с левой спицы снимаем. Последняя петля вяжется изнаночной. Третий ряд идет по лицевой стороне. Первую петлю я снимаю не провязывая. И далее нам нужно провязать все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание. У нас уже на спице 8 петель. И в этом 4-м изнаночном ряду мы добавляем еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее из одной петли я вывязываю 2. Сначала за верхнюю стеночку, затем за нижнюю стеночку петли. Петлю с левой спицы снимаю. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня в самом конце осталось 2 петли. Я из вот этой первой петли также провязываю 2 за верхнюю стеночку и за нижнюю. Последняя кромочная. Приступаем к вязанию 5-го лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание, и в 6-м, получается, изнаночном ряду мы с вами добавим еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее из одной петли я вывязываю 2. Далее все петли я вяжу лицевыми до 2 петель в конце ряда. У меня на левой спице осталось 2 петли. Я из вот этой первой петли также провяжу 2. Первая и за нижнюю стеночку вторая. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. У нас сейчас на спице находится 12 петель. И начиная с 7-го ряда мы будем вязать обычным ровным полотном все петли лицевыми. Получается, первая кромочная петля снимается. И далее вяжем все лицевые петли. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Так мы вяжем все лицевые ряды. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночные ряды таким же способом. Первую петлю кромочную я снимаю, и далее я вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Получается, мои прибавки составили примерно 1,5 сантиметра. Я буду вязать мои пинетки на длину стопы примерно 10,5 сантиметров. И в самом конце таким же способом мы будем делать убавление петель. От длины моей стопы 10,5 сантиметров отнимаю 1,5 сантиметра на прибавление петель и 1,5 сантиметра на убавление петель. В итоге обычным ровным полотном мне надо сейчас провязать 7,5 сантиметров. Все петли вяжем лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Сейчас я самостоятельно провяжу необходимое расстояние. У вас это то расстояние будет, которое вы рассчитали для своего размера ножки. Если вы хотите связать пинеточки свои больше либо меньше размер стопы, именно вот это вот прямое полотно, которое буду сейчас вывязывать я, вяжите по своим расчетам. Я провязала длину моей стопы, и мне осталось сделать только убавление на пяточку петель. Получается, если померить в сантиметрах, моя заготовочка на данный момент составляет 9 сантиметров в длину. Ширина примерно 5-5,5 сантиметров. И далее мы с вами будем убавлять петли.
Первый ряд убавления петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее нам нужно убавить одну петлю. Я вяжу 2 петли вместе за верхние правые стеночки одной лицевой. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на спице осталось 3 петли, я вот первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Мы с вами убавили 2 петли, и у нас сейчас на спице находится 10 петель. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую снимаем петлю, далее все лицевые петли. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Третий лицевой ряд убавления петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли мне надо провязать вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня в конце ряда осталось 3 петли, я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Следующий изнаночный ряд вяжете все петли лицевыми, за исключением кромочных. И далее нам с вами осталось убавить еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее мне надо провязать 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее провязываю 2 лицевые петли, и следующие 2 петли мне надо также провязать 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и получается в изнаночном ряду первую петлю я снимаю, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами вывязали полностью всю подошву. Получается, у меня моя подошва должна составить 10,5 сантиметров. Как раз таки, вот смотрите, моя подошва 10,5 сантиметров. После того, как мы с вами вывязали нашу подошву, мы должны по контуру нашей подошвы поднять все петли. Получается, вот здесь вот по бокам мы поднимаем петли из каждой кромочной петли. У нас получается, здесь будет поднято столько петель, сколько вы провязали платочных дорожек в своей стопе. У меня сейчас провязано вместе с наборной, я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. А вот здесь вот на спице я ее тоже считаю. Получается 25 платочных дорожек у меня в моей стопе. И вот здесь вот получается с одного края я должна поднять 25 петель, со второго края я должна поднять 25 петель. 6 петель у меня сейчас находятся на спице, и 6 петель, которые мы набирали в самом начале, я их также буду поднимать. Поднимать можно любым удобным для вас способом. Можно поднимать спицей, можно крючком. Изначально я провяжу вот эти вот 6 петель, которые у меня сейчас находятся на спице. Первую кромочную я петлю снимаю, далее вяжу 5 лицевых петель. Последнюю петлю также я провязываю лицевой. Далее возьму крючок и, получается, ввожу его в каждую кромочную петлю за 2 дужки. Подхватываю рабочую ниточку и вывожу одну вот петлю на крючок. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И таким образом я сейчас буду на крючок поднимать 25 петель. Вы поднимаете то количество петель, сколько у вас провязано платочных дорожек. Это количество петель может не совпадать с моим, так как плотность вязания у всех разная, нитки, спицы, размер ножки также у всех разный. Поднимайте, получается, столько петель, сколько вам необходимо. Далее вот эти вот петли с крючка я пересниму на мою спицу. Если вы вяжете на чулочных спицах, распределяйте по кругу все петли на чулочные спицы. Можно вязать на круговой спице.
Вот я подняла все 25 петель и перенесла на спицу. Далее мы должны провязать здесь по этому краю 6 петель. Получается таким же образом. Вводим крючок в каждую кромочную петлю и поднимаем по одной петле. Получается первая, вторая, третья и так далее. У вас должно на крючке получиться 6 петель. 6 петель с крючка я перенесла также на спицу. И нам осталось поднять, в моем случае 25 петель по этому краю таким же образом. Вводим крючок в каждую кромочную петлю, подхватываем рабочую ниточку, и у нас на крючке должна получиться одна петля. И так далее. И таким образом вы поднимаете все необходимые петли. Я буду поднимать 25 петель. Далее эти петли я перенесу на спицу. Я подняла все необходимые петли. Получается, с одного края у меня 25 петель, с другого края также 25 петель, и вот с этих сторон по 6 петель. Перешла на круговые спицы того же диаметра 3 мм, 40 сантиметров длиной. Вы вяжите на таких спицах, которые вам удобно. И после того, как мы с вами подняли все петли, мы приступаем к вывязыванию узора. Узор вот такой вот интересный у меня называется ежевики. Раппорт узора в высоту состоит из 4 рядов. В ширину ваше количество петель должно делиться на 3 плюс 5 петель для симметрии. Получается, у меня сейчас на спице находится 62 петли. Я от 62 отнимаю 5 петель для симметрии. У меня получается 57 петель. И теперь 57 я поделю на 3, так как раппорт узора у нас 3 петли. У меня получается 19. Поэтому вот это вот количество петель у меня хорошо ложится в узор. Если у вас количество петель не ложится в узор, вы тогда можете либо добавить пару петель, либо убавить. Смотрите, как вам больше будет нравиться. Именно вот в этой части. Так как я буду вязать на круговой спице, и в некоторых местах неудобно будет провязывать петли, можно делать вот такую вот петельку и провязывать далее. Смотрите, вот эти вот 5 петель симметрии должны лечь в ваш вот этот вот подъем по пяточке, ровненько посерединке. И поэтому, так как у меня вот эта вот часть состоит из 6 петель, я сначала провяжу 3 петли, и после того я буду начинать вывязывать первый ряд нашего узора. Поэтому провязываем сначала 3 лицевые петли. Далее вешаю маркер. И в этом месте мы будем начинать вывязывать раппорт нашего узора. Сначала вяжем 3 петли симметрии, 3 лицевые. Далее начинается раппорт узора в ширину, состоящий из 3 петель. Делаем накид и провязываем 3 лицевые петли. Теперь вот первую петлю из этой тройки мы подхватываем правой спицей и накидываем на 2 следующие петли. И снимаем. У нас вот такой вот раппорт узора в ширину с вами получился. Накид и вот эти вот 3 петли. Повторяем накид, далее 3 лицевые петли. Теперь подхватываем первую петлю из этой тройки петель. Можно посчитать вот первая, вторая, третья. Подхватываем именно вот эту вот петельку и набрасываем на 2 следующие петли. Накид, 3 лицевые петли. Теперь вот отсчитываем первая, вторая, третья петля. Вот эту вот петлю набрасываем на 2 следующие петли и спускаем. И таким образом вы провязываете до конца ряда, то есть до нашего маркера. Я довязала первый ряд до конца, и у меня до маркера осталось 2 петли. И эти 2 петли как раз таки это петли для симметрии. Получается, 3 петли мы с вами в начале провязали, и 2 петли в самом конце у нас идут.
Их мы вяжем 2 лицевые петли. Первый ряд, получается, мы с вами провязали, перебрасываем наш маркер и приступаем сразу же ко второму ряду. Во втором ряду вяжем все петли лицевыми. Накида провязываем за верхнюю правую стеночку также лицевой петлей, чтобы у нас в узоре образовывались дырочки. И так до конца все петли вяжем лицевыми. Я вывязала 2 ряда в высоту, и у нас вот такие вот уже перекрещивания получаются. Теперь нам нужно расположить вот эти перекрещивания только в шахматном порядке. Приступаем к третьему ряду. Третий ряд. Раппорты узора в высоту. 2 лицевые, это 2 петли симметрии. Далее начинается раппорт узора в ширину. Провязываем 3 лицевые. Далее вот отсчитываем 1, 2, 3 петля. Набрасываем на 2 следующих петли и спускаем. Далее накид. Вот эти вот 3 петли перекрещенные и накид составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 3 лицевые. Считаем 1, 2 и 3 петля. Подхватываем ее правой спицей и набрасываем на 2 следующие и спускаем. Далее делаем накид. Повторяем 3 лицевые петли. 1, 2, 3 петля. Подхватываем правой спицей, набрасываем на 2 следующие петли и спускаем. Делаем накид. И таким образом вы вяжете так далее до конца ряда. В самом конце останется перед маркером 3 петли. Это 3 петли симметрии. Мы вяжем их просто лицевыми петлями. Я, получается, довязала раппорт узора до конца, и у меня до маркера осталось 3 петли. Я эти, получается, 3 петли провязываю лицевыми. Это петли симметрии. Третий ряд мы с вами, получается, провязали, перебрасываем маркер. И четвертый ряд вяжется так же, как мы вязали с вами второй ряд. Все петли лицевыми. Накиды вяжутся за длинную стеночку, чтобы у нас в вязании образовывались дырочки. Мы с вами, получается, провязали 4 ряда в высоту. Это составляет раппорт нашего узора. Далее, таким же образом, повторяя с 1 по 4 ряд, нам нужно провязать еще 2 вот таких вот раппорта. Если посмотреть на готовом тапочке, получается, вот эти вот перекрещивания мы с вами провязали. Это получается 1 раппорт. Далее второй раппорт и третий раппорт. Мы с вами должны провязать вот эти вот 2 раппорта самостоятельно. Я, получается, вывязала 3 раппорта в высоту. 1 раппорт мы с вами вместе провязали, и 2 каждый самостоятельно провязал. Если посмотреть вот по диагонали, у нас должно получиться вот таких вот 6 протяжек. Вот первая, вторая, это 1 раппорт. Третья, четвертая, второй раппорт. И 5 и 6 это 3 раппорт. Если померить данную заготовочку на манекен ножки, вот в таком виде она сейчас у нас выглядит. Смотрите, чтобы хорошо села у вас по ножке подошва. Далее мы будем с вами делать обвязку. И вот это вот количество петель мы уже будем с вами закрывать. Получается, у меня сейчас на спице находится 62 петли. Я это значение поделю на 2 части. Получается по 31 петле. Здесь у нас должна быть 31 петля. И вот здесь должна быть 31 петля. Но так как вот здесь вот по бокам должно быть равное количество петель, 31 на 2 части равные не делится. Я возьму число 32, и получается у меня вот здесь вот по краям будет по 16 петель, а вот эта именно часть 30 петель. Если сложить 16, 30 и 16, получится как раз 62 петли. По данной формуле вы рассчитываете свое значение. Если вдруг у вас
больше либо меньше петель и не совпадают с моими. И сейчас нам нужно провязать как раз таки вот эти вот 16 петель изнаночными петлями. Получается первая, вторая, третья, четвертая петля, пятая, шестая и так далее. У нас должно быть провязано 16 петель в моем случае. Если вы делали другие расчеты и у вас другое количество петель на данный момент, вы вяжете то количество петель, которое вы только что вместе со мной рассчитали. У меня сейчас провязано, получается, 16 петель изнаночными петлями. Далее я вешаю маркер и приступаю к вывязыванию центральной части, которая состоит из 30 петель. В данной части я буду вязать по 2 петли вместе, также изнаночной петлей за верхние правые стеночки. Таким образом провязываете всю свою центральную часть. Центральную свою часть, состоящую из 30 петель, я провязала по 2 петли вместе, у меня получилось 15 петель. Далее вешаю второй маркер и приступаю к вывязыванию третьей части, состоящей из 16 петель. Провязываю все эти 16 петель изнаночными. Получается, первый ряд мы с вами провязали, перебрасываем наш маркер, и второй ряд мы вяжем все петли лицевыми. Довязывайте самостоятельно таким же образом до нашего основного маркера. После того, как мы с вами провязали второй ряд, у нас сейчас на спице находится, в моем случае, 47 петель. И сейчас в третьем ряду мы с вами будем убавлять петли. Давайте заново рассчитаем так же, как мы рассчитывали для первого ряда. 47 петель я делю на 2 равные части. Это получается 23,5. Получается, на одну центральную часть мне надо распределить одну часть петель, на вторую вот эту часть, вторую часть петель. Поэтому я на серединку отдаю 23 петли, а по бокам у меня получается остается 24 петли. 24 петли делю на 2 равные части, получается с одного края у меня 12 петель и со второго края у меня 12 должно быть петель. Получается 12 боковых, центральных 23 петли и 12 боковые. Провязываем 12 изнаночных петель. После того, как я провязала 12 петель, у нас начинается центральная наша часть, состоящая из 23 петель. Но в этой центральной части мы также при закрытии петель убавлять будем петли. Я вот эти вот 23 центральные петли также поделю на 2 части. Это получается 11,5. Одну часть петель мы с вами оставляем на центр, и вторую часть петель также распределяем по бокам. На центр, получается, я оставлю четное количество петель 10, а все остальные петли я распределю по бокам. Получается, у меня с одной стороны будет 7 петель. Центральные 10 петель — это те петли, которые мы с вами будем убавлять при закрытии. И с этого края останется 6 петель. Закрываю 6 петель вот с этого края. Провязываю 1 изнаночная, вторая также изнаночная, и первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами закрыли уже 1 петлю. Провязываем изнаночная следующая, и предыдущую петлю набрасываем на вторую. Мы с вами уже закрыли 2 петли. А таким способом нам надо закрыть с вами 6 петель.
Получается, третью закрыли. Маркеры снимаем, вот эти вот розовые, они нам больше не нужны. Оставим только вот этот вот основной наш маркер. Четвертую петлю закрываем. Пятая петля. И шестая. Вот, мы с вами закрыли 6 петель. Далее нам надо закрыть 10 петель, но уже с убавлениями. Провязываем первую, вторую петлю одной изнаночной. И вот эту предыдущую петлю набрасываем на последнюю. Мы с вами закрыли сразу 2 петли. Третью и четвертую петлю также провязываем одной изнаночной. И предыдущую петлю набрасываем на последнюю. Далее закрываем пятую и шестую петлю, седьмую и восьмую, девятую и десятую петлю. Получается, центральных 10 петель мы с вами закрыли сразу с убавлениями. И нам осталось закрыть вот с этого края. Провязываем одну петлю изнаночной, предыдущую петлю набрасываем на последнюю. Мы с вами закрыли одну петлю, вторую закрываем. Этот маркер тоже нам уже не нужен. Третья петля, четвертая. Пятая, шестая. Пока что вернем вот эту вот петельку на левую спицу. И вот здесь с этого края в моем случае должно остаться 12 петель. Провязываем так же, как вот мы начинали, просто изнаночными петлями. Далее я вот свою рабочую ниточку обрезаю, потому что мне сейчас надо вернуться вот в этот край. И мы с этого места будем начинать вывязывать хлястик пинетки. Если мы сейчас провяжем вот эти вот 12 петель, у нас получится с этой стороны дополнительный ряд. Но так как пинетки очень маленькие, этот ряд будет очень заметен. Поэтому я предпочитаю лучше здесь вот ниточку обрезать, кончик спрятать, а с этого вот места присоединить заново ниточку и начать вывязывать наш хлястик. После того, как вы обрежете вот эту рабочую ниточку, я вот эти вот петли с левой спицы переношу все на правую спицу. У меня сейчас все петли будут располагаться на правой спице. Далее вот эту вот ниточку спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Если я померю данную заготовочку уже на манекен ножки, смотрите, вот все хорошо у нас по ножке легло. И далее смотрите, каким образом нам нужно будет вывязывать вот этот вот хлястик. Получается, в одном следке этот хлястик должен быть с одной стороны, вот это вот внутренняя сторона, а хлястик должен быть с наружной стороны. А получается, в этом у нас должен хлястик быть вот таким вот образом. Вот эти вот два хлястика мы будем начинать вывязывать с одного и того же места, вот отсюда. Только, когда я вывязывала первую мою пинетку, я сначала набирала на спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста 16 петель, а потом провязывала вот эти вот все остальные петли, которые у меня находятся на спице. Получается, сначала набираем 16 петель, а потом вывязываем все остальные петли. И у нас получается хлястик будет располагаться в начале
нашего ряда. Но в этом случае, когда нам нужно расположить хлястик в конце нашего ряда, мы, получается, провяжем вот эти вот все петли, а потом вот эти вот 16 петель доберем накидами. Располагаем пинетку вот таким вот образом и начинаем вязать один и второй наш хлястик вот с этого места. Присоединяем мою рабочую ниточку, узелочки никакие не делаем, просто этот кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первая петля провязывается лицевой, так чтобы нам закрепить вот эту вот нить. Кончик вот здесь вот придерживаем. И далее я все петли провяжу лицевыми. Маркер при этом наш основной уже снимаем. Довязываем таким же образом до конца ряда. Последняя кромочная петля провязывается также лицевой. И далее вот накидами обвиваю рабочей ниточкой пальчик, набрасываю вот таким вот способом 16 петель. Мы с вами добрали вот эти вот 16 петель на хлястик. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Вот эти вот все петли располагаем так, чтобы они вот ровненько у нас лежали, не были перекручены. Первую петлю я снимаю не провязывая, и далее я все петли провяжу лицевыми. Вязать будет эти именно петли, которые мы набирали, немножко неудобно, но это буквально только один ряд. 16 петель, получается, я провязала, вот все петли лицевыми, и далее, получается, все петли до конца ряда я также провязываю лицевыми. Довязываем таким образом ряд до конца. После того, как мы с вами связали 2 ряда, третий и четвертый ряд вяжем все петли лицевыми, как в лицевом третьем ряду, так и в изнаночном четвертом ряду все петли лицевыми. Первую кромочную всегда будем снимать, последнюю кромочную петлю постоянно будем провязывать изнаночной. Встретимся, когда провяжете самостоятельно 2 ряда. 2 ряда самостоятельно я провязала, и теперь, получается, в 5-м ряду мы будем делать отверстия для пуговицы. В той заготовке, которую я вязала самостоятельно, получается, именно в 5-м ряду я кромочную петлю снимала, 3 петли провязывала лицевыми, далее провязывала 2 петли вместе, одной лицевой за верхние правые стеночки, делала накид и далее провязывала все петли лицевыми до конца ряда. В 6-м ряду также провязывала все петли лицевыми, только вот этот вот накид провязала за длинную стеночку, для того, чтобы вот такая вот дырочка у меня образовалась. Это мы делаем, когда у нас хлястик идет в начале ряда. Сейчас, получается, мы с вами также провяжем, только у нас будет дырочка располагаться в конце ряда. Получается, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 6 петель. У меня, получается, на левой спице осталось 6 петель. Я сначала делаю накид, далее следующие вот эти вот 2 петли я провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. И далее провязываю 3 лицевые петли. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Далее у меня идет 6-й изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю все петли лицевыми до накида. Вот у меня идет накид. Я его провязываю также лицевой за длинную стеночку. И дальше все петли обратно вяжем лицевыми до конца ряда. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Таким образом мы вяжем до конца ряда самостоятельно. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. У меня идет 7-й ряд. Первую кромочную петлю снимаю. И далее в 7-м ряду мы вяжем все петли лицевыми. Последняя петля кромочная. Довязываем таким образом до конца ряда.
А 8-й ряд вяжем так же, как и 7-й. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И далее получается в 9-м ряду мы закрываем все петли. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю петлю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую. Петлю провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую. Петлю провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую. И таким образом мы закрывать будем все наши петли. В конце у нас останется одна открытая петля. Закрываем, получается, все петли до конца ряда самостоятельно, вот таким вот образом. У меня в конце осталась одна открытая вот такая петелька. Обрезаем нашу рабочую нить и нить протаскиваем через эту петлю. Петельку затягиваем. Вот такой вот хлястик в нашей заготовочке получился. Далее вот эти все ненужные кончики я сейчас самостоятельно спрячу по изнаночной стороне. Я, получается, спрятала все кончики по изнаночной стороне. Пришила уже вот такую вот у меня пуговичку. У меня пуговичка в виде вот такого страза. Вы смотрите, какая вам удобна. И сделала вот такой вот бантик. Бантик просто пришила, в серединку тоже пришила стразинку. Мастер-класс, как вязать вот такой бантик, я оставлю в инфобоксе сразу под видео. На канале Марина Курцовой очень подробный вышел мастер-класс по такому бантику. Вяжется он крючком, но справятся с ним все желающие. Даже кто крючок в руках вообще не держал. И у нас с вами получились очень красивые вот такие вот пинеточки. Надеюсь, все для вас было понятно. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.